Надя Зеленина, вернувшись с мамой из театра, где давали Евгения Онегина, быстро пришла к себе в комнату, сбросила платье, распустила косу и в одной юбке и белой кофточке поскорее села за стол, чтобы написать такое письмо, как Татьяна. «Я люблю вас», — написала она. «А вы меня не любите». «Не любите», — написала и засмеялась. Ей было всего 16 лет, и она еще никого никогда не любила. Она знала, что ее любит офицер Горный и студент Груздев. Но сейчас, после оперы, ей хотелось сомневаться в их любви. Быть нелюбимой, несчастной. Это же так интересно. Когда один любит больше, а другой равнодушен, в этом есть что-то трогательное, поэтичное. Онегин интересен тем, что совсем не любит, а Татьяна очаровательна, потому что очень любит. И если бы они любили друг друга одинаково и были бы счастливы, то, наверное, казались бы скучными. «Перестаньте же утверждать, что вы меня любите», — продолжила Надя писать. «Поверить вам я не могу. Слишком умные, образованные, талантливые, и у вас наверняка впереди блестящая будущность. А я ничтожная девушка, и в вашей жизни я буду только помехой. Да вы и сами это знаете. И только ваша доброта мешает вам сознаться в этом». Наде стало жаль себя. Она заплакала и продолжила. «Я не могу оставить маму и брата, и так бы я надела монашескую рясу и шла бы, куда глаза глядят. А вы бы стали свободны. Вы любили бы другую. Ах, если бы я умерла!» Сквозь слезы нельзя было разобрать написанного. На столе, на полу, на потолке дрожали короткие радуги, как будто Надя смотрела сквозь призму. Писать было нельзя. Она откинулась на спинку кресла и стала думать о Горном. Боже мой, как обаятельно, как интересно мужчина. Она вспомнила, какое лицо бывает у офицера, когда с ним спорят о музыке. В обществе, где холодное высокомерие является признаком хорошего тона, необходимо прятать свою страсть. И он прячет. Но ему это не удается. Играет на рояле он великолепно, как настоящий пианист. И если бы он не был офицером, то он наверняка бы стал великим музыкантом. Слезы высохли на глазах. А Надя вспомнила, как Горный признавался ей в любви в симфоническом собрании. А потом внизу около вешалок, где дул сквозной ветер. «Я очень рада», — продолжила Надя писать, «что вы наконец-то познакомились со студентом Груздевым. Он очень хороший человек, и я думаю, вы его полюбите. Он приходил к нам вчера и просидел до 2 часов. Я очень жалела, что вы к нам не приехали. Он говорил много замечательного». Тут Надя опустила на стол руки, положила на них голову, и ее волосы закрыли письмо. Она подумала о том, что студент тоже любит ее, и имеет такое же право на ее письмо, как и Горный. И вдруг при этой мысли в ее груди шевельнулась радость. Сначала радость была маленькая и каталась внутри, как резиновый мячик. Но постепенно становилась шире, больше, пошла в руки, в ноги. Ей показалось, что легкий ветерок подул, зашевелил волосы. Ее плечи содрогнулись от тихого смеха, а на письменный стол брызнули слезы. Чтобы доказать самой себе, что она смеется не без
что она смеется не без причины, она стала быстро вспоминать какую-нибудь смешную историю. Вспомнила, как вчера после чаю Груздев шалил с пуделем Максимом. А потом рассказал смешную историю про одного пуделя, который погнался за вороном. А тот повернулся к нему и ответил: «Ах ты, мошенник!» Пудель был сконфужен. Он до этого не встречался с ученым вороном. Нет. Лучше буду любить Груздева, подумала Надя и порвала письмо. И при этой мысли о своей любви, о любви студента, ее радость снова начала расти и расти. Она говорила ей, что все хорошо, что будет еще лучше, что скоро весна, лето, ехать с мамой в Горбинки, приедет Устье Горный, будет с ней гулять по саду, ухаживать. Приедет и Груздев, будет играть с ней в крокет и кегли, рассказывать новые интересные истории. Ей страстно захотелось темного неба, звезд, сада. Снова ее плечи задрожали от тихого смеха, и она не знала, что делать с радостью, которая томила ее. Она пошла к себе на кровать, села и долго смотрела на образ, висевший над спинкой кровати, и говорила: «Господи, Господи, Господи».